Вкладыши с Bluetooth чипом версии 5.3, отличное звучание, поддержка фирменного приложения, качественные предустановки звучания, низкая задержка до 88 миллисекунд, хорошие микрофоны, отличный дизайн, водонепроницаемость IP54 и суперское время автономной работы до 30 часов вместе с боксом. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам iQOO TVS Air Pro. И iQOOшки я, кстати, тестирую первый раз. У них сейчас много наушников вышло. Но как на самом деле дела обстоят конкретно у этой модели и получилось ли у этого бренда сделать что-то топовое, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной упаковке от iQOO. На коробке есть название, изображение и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем сам бокс, вкладыши, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес бокса и наушников вы можете наблюдать на экране. Габариты бокса небольшие, 56 на 52 на 23 мм. В целом, как и наушников, 30 на 16 на 16 мм. Звуковод овальной формы, 4,1 на 7,1 мм. Звуковод не имеет металлическую сеточку, это слегка разочаровывает. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще Honor Magic 5 Ultimate разыгрывается смартфон. Условия конкурсов в описании либо в роликах, и ссылки на них тоже внизу. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Скоро, кстати, опять на Алиэкспрессе будет распродажа, уже 2 за июль. Все, значит, очень плохо. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где мы с вами можем общаться 24/7 по поводу тех железок, что я тестирую. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели! В продаже имеется только 2 расцветки, белая и темно-серая. Потертости и царапины на нем моментально не остаются. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется и довольно хорошо. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть и не маленький. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Если попытаться их вытряхнуть, то нужно будет приложить немного усилий. Переходим к наушникам. Изготовлена данная пара из глянцевого пластика. Дизайн не совсем стандартный, сборка отличная, посадка комфортная. Сидят наушники плотно и дискомфорта не доставляют даже при длительном использовании. Из ушей выпирают они не сильно. Во время пробежки приходится их поправлять, что неудивительно, это вкладыши, но мы помним, что на вкладыши всегда на Али продаются силиконовые накладки по 30 рублей, можете купить. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку left и right и сенсорную область. Из тапов на борту все как у всех: плей-пауза, переключение треков, вызова голосового ассистента, ответ-сброс вызова, включение-выключение режима шумоподавления. Одиночного тапа нет и, соответственно, ложных срабатываний у вас не будет, как и у меня не было. На тапы откликаются наушники хорошо, минус за то, что одновременно назначить команды переключения треков и плей-паузы возможности нет. Некоторые команды сопровождаются озвучкой женским голосом на китайском языке, а также системными звуками. Летим дальше. Оснащены iQOO TVS Air Pro динамическими драйверами на 14,2 мм с мембранами из биоволокна. Активное шумоподавление имеет 2 режима работы, такие как сбалансированное шумоподавление и слабое. Да, легкий фоновый шум данная технология глушит, к примеру, в домашних условиях хорошо глушится звук работающего компьютера, а на улице шум машин. Но, разумеется, при этом громкие звуки слышно так, как это вкладыши, и это неудивительно. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, и переподключение, разумеется, бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, но фирменной анимации здесь нет. Опять же, может быть, со смартами iQOO и есть, но у меня на руках сейчас их нету. Датчики автопаузы отрабатывают быстро и корректно. Полный цикл зарядки бокса у меня занимает 2 часа, наушников около часа. Беспроводной зарядки бокса нет, и это минус. Наушники можно перезарядить от бокса 4 раза. Время автономной работы без активного шумодава по кодеку AAC на 80% громкости 4 часа 25 минут, что является не лучшим результатом, но лично для меня его более чем достаточно. Наушники имеют водонепроницаемость класса IP54, я искупал их в воде, по итогу с ними все хорошо, внешне они не пострадали и функционал остался рабочим. Но я вам советую быть поосторожнее. iQOO TVS Air Pro подключается к приложению под названием Vivo TVS, приложение на русском языке, но перевод неполноценный. Работает оно неплохо, но изредка бывают подлагивания. На стартовой странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, что удобно, ко всему в процентах. Настройка общей конфигурации, настройка тапов, настройка шумоподавления, включение-выключение датчиков автопаузы. И это удобно. Звуковые эффекты Deep X, которых 4 вида, а также есть интересная настройка звука под названием киберспортивные звуковые эффекты. К слову, я использовал данную предустановку в играх, и как по мне, звук в играх стал более качественным, чем со стандартной предустановкой. Обновить прошивку можно, и мне обновление
уже прилетали, за что им отдельный плюс. Сразу начинают исправлять все недостатки. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только SBC и AC, связь со смартфоном держат они хорошо, через две стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Производитель заявляет о задержке 88 миллисекунд, задержка на YouTube приемлемая, в игры задержка, как по мне, заметная, но при этом играть можно без проблем. Примеры вы сейчас увидите на экране. Team has scored for the first time. Enemy down. Target down. Nice shot. Reloading. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума на базе АИ, отрабатывают они довольно хорошо, перегрузы есть, но не сильные, как и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Примеры работы микрофонов iQOO TVS Air Pro и насколько хорошо они работают сейчас, разумеется, вы можете это дело оценить. Не скажу, что они самые лучшие, но и самыми худшими тоже не назвать. К слову, недавно был обзор на первый iQOO-шный планшет. iQOO вообще довольно редко, по-моему, выпускают наушники. На моей памяти я даже не тестировал iQOO, хотя купил уже вторую пару, но они чуть другого форм-фактора. Я надеюсь, что вы их тоже увидите. Правда, белые мне не хотят посылать, а мне нужны только белые. Вот так примерно будут работать микрофоны iQOO TVS Air Pro. Надеюсь, что они вас устроили. Звучание, запаса громкости достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 80% громкости. Стоковое звучание со стандартной предустановкой звучания меня порадовало. Звучание хорошо сбалансированное и имеет неплохую детализацию, но низкие частоты в убытке, что стандартно для вкладышей почти всех. Середина у iQOO хорошо проработана, высокие звучат отчетливо и приятно. В общей картине звучание практически такое же, как у Vivo Air TVS. При этом, как для вкладышей, повторяюсь, оно хорошее. Из минусов: нет возможности настроить полноценно тапы, нет регулировки громкости, приложение периодически работает некорректно и скользкий корпус наушников. И также отмечу, наверное, все-таки ценник. Ценник не низкий. Резюмирую, беспроводные наушники iQOO TVS Air Pro отличный выбор, так как звучание у них качественное, посадка подойдет большинству. В целом плюсов достаточно, но над управлением могли бы поработать получше и добавить полноценное управление. Если говорить про звук и у вас не ограничены средства, я всегда вам советую Huawei FreeBuds 5 или 4. Там есть басы, там есть очень неплохой активный шумодав. Если говорить про 5 Huawei FreeBuds, вообще по ощущениям они уже как затычки звучат очень классно. Но и стоимость у них в 2-3 раза выше. Девайсу от меня однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.